В тот вечер роскошный ресторан в центре Лондона, Великобритания, жил своей привычной жизнью. Под высокими потолками мягко переливался свет люстр, мраморные полы отражали фигуры гостей, а за панорамными окнами медленно гас город. Здесь говорили тихо, смеялись сдержанно и не спешили. Деньги, власть и влияние ощущались в каждой детали. За одним из главных столов сидела Элеонор Ховард, известная миллиардерша, владелица международных компаний. Прямая осанка, спокойное лицо, дорогой изумрудный плащ. Она привыкла контролировать все – бизнес, людей, собственные эмоции. Рядом – охрана и помощник, чуть поодаль – ее взрослый сын Дэниел. Все шло по плану, пока у входа не появилась девочка. Худенькая, лет 11, в поношенном пальто и старых ботинках. Грязное лицо, спутанные волосы, испуганный взгляд. Она явно была здесь лишней. Гости бросали на нее быстрые взгляды, раздраженные, брезгливые. Охранник уже сделал шаг вперед, но девочка, словно не замечая его, медленно шла между столами, будто что-то вело ее вперед. Она остановилась у стола Элеонор. В этот момент взгляд девочки упал на руку женщины, на кольцо с голубым камнем. Мир вокруг будто исчез. «Тихо», — прошептала она. «У моей мамы было точно такое же». Фраза прозвучала слишком громко. Элеонор побледнела. Бокал выскользнул из ее руки и разбился о мрамор. Это кольцо было уникальным. Таких существовало всего 2. Второе принадлежало ее дочери Анне, исчезнувшей много лет назад. «Что ты сказала?» Голос Элеонор дрогнул. «Мама никогда его не снимала», — тихо ответила девочка. Говорила, что это память. Женщина поднялась. «Не трогайте ее», — резко приказала она охране. «Как тебя зовут?» «Мия», — ответила девочка. «Мне кажется, 11». Совпадений становилось слишком много. «Как зовут твою маму?» «Анна Ховард». В ресторане повисла тишина. Дэниел побледнел. Элеонор больше не сомневалась. «Мы едем к твоей маме», — сказала она. Через полчаса их машина остановилась в бедном районе на окраине города. Полуразрушенный дом, холодный подъезд, запах сырости. Мия уверенно повела их внутрь. «Она здесь, только не пугайте ее». В темной комнате на старом матрасе лежала женщина. Бледная, истощенная, с тяжелым кашлем. «Мия, где ты была?» – прошептала она. Элеонор сделала шаг вперед и узнала ее сразу, по глазам. «Анна». «Мама?» Они смотрели друг на друга несколько секунд, в которых уместились годы боли и одиночества. Потом Элеонор опустилась на колени и обняла дочь, не сдерживая слез. «Я искала тебя каждый день». Скорую вызвали сразу. В больнице врачи говорили о тяжелом состоянии, но надежда была. Мия сидела рядом с бабушкой, впервые чувствуя себя в безопасности. Прошли недели. Анна медленно шла на поправку. Мия спала в теплой комнате и больше не боялась голода. Однажды Элеонор протянула ей маленькую коробочку. «Это твое». Внутри лежало то самое кольцо. «Я не могу». «Можешь», — улыбнулась женщина. «Ты вернула мне семью». Мия надела кольцо. Оно подошло идеально. История, начавшаяся с отчаяния и голода, закончилась самым редким богатством на свете – домом и семьей.